Добрый день, приветствуем вас на канале технических решений Энергомаг. Меня зовут Александр, и я предлагаю новое видео на тему: объединять ноль с заземлением в электрическом щите или нет, как правильно, как лучше. В начале видео хочу поблагодарить наших подписчиков, которые остаются с нами и помогают развивать наш канал. Если же вы попали на наш канал впервые и не являетесь подписчиком, я рекомендую вам подписаться на канал технических решений Энергомаг для того, чтобы регулярно получать новые интересные видео по темам: системы заземления, электромонтажные работы, молния защита дома, электрические измерения, солнечные станции по другому оборудованию, которое представлено на нашем сайте energomag.net. Также я обращаюсь к нашим нынешним и будущим подписчикам. Пишите в комментариях, какое бы видео вы хотели увидеть на нашем канале в будущем. И мы такое видео подготовим специально для вас. В предыдущем ролике, который выходил на нашем канале, я рассказывал о том, как работает УЗО без заземления или нет. И это видео вы можете посмотреть по ссылке в описании к данному ролику. Следующее видео, которое выйдет на нашем канале, будет на тему, которую предложил один из наших подписчиков: прокладывать кабель в гофротрубе или без гофротрубы. Как правильно? Ранее на нашем канале мы уже предлагали видео на тему: объединять ноль с заземлением или нет, но учитывая то количество просмотров, которые набрал этот ролик, и те вопросы, которые задают в комментариях, говорит о том, что таким вопросом задаются многие зрители. В сегодняшнем видео я вначале кратко расскажу о системах заземления TNC, S и TT, потом на стенде посмотрим, как работают эти системы при обрыве нуля, и в конце видео я расскажу, в каких случаях категорически запрещено объединять нулевую шину и шину заземления. Итак, после того, как вы выполнили монтаж повторного контура заземления на вводном щите вашего дома, или вы проживаете в многоквартирном доме, в электрическом щите которого присутствует заземление, вы можете выполнить две системы заземления. Первая система заземления — это система TNC-S. Схему вы можете видеть слева от меня. В системе TNC-S нулевой проводник выполняет функцию заземляющего проводника от источника питания до вводного электрощита, и об этом гласит аббревиатура TNC. Буква Т — это терра, земля, и говорит о том, что нейтраль заземлена. N — это нейтраль, и C — это комбайн, английское слово, которое в переводе обозначает объединять. После выхода из электрического щита нулевой провод и провод заземления никогда не должны соприкасаться. И буква S говорит об этом. S в переводе separate, в переводе с английского разделять. Когда вы соединяете нулевую шину и шину заземления, вы выполняете систему TNC-S. Вторая система заземления — TT. Первая буква в аббревиатуре TT означает T — терра, земля, нейтраль заземлена. Вторая T означает, что выполнен отдельный контур заземления, который не связан с контуром заземления источника питания. И все части оборудования, которые могут оказаться под напряжением, заземлены на повторный контур заземления. Система подразумевает разделение нулевой шины и шины заземления. Обе системы заземления правильны, и обе имеют право на жизнь. Что выбрать? Объединять ноль с землей или нет? Главным отличием систем TNC-S и TT является их работа при обрыве нулевого провода в питающей электросети. В интернете много дебатов на эту тему на форумах электриков. Один из аргументов сторонников объединения нуля и земли или заземления является то, что при обрыве нулевого провода и наличии надежного низкооhмного сопротивления заземления исключается резкое повышение напряжения в розетках. То есть защита оборудования от выхода из строя. Давайте сейчас посмотрим на стенде, как работают системы TNC-S и TT при обрыве нуля, а потом сделаем выводы. Для того, чтобы продемонстрировать работу систем заземления TNC-S и TT, мы подготовили стенд, на котором у нас в качестве нагрузки это лампа, для того, чтобы было видно. Она включена в розетку, которая справа. И классический щит электрический. Справа это шина заземления. Слева это нулевая шина.
И мы подаем напряжение на электрический щит, включается лампочка, имитируем обрыв нуля. Вот у нас сейчас, извините, система TNCS, и имитируем обрыв нуля в системе TNCS. Нагрузка продолжает работать, лампочка, потому что есть связь с контуром заземления. Если же система TT, в которой шина заземления не соединяется с нулевой шиной и произойдет обрыв нуля, вот мы сняли эту перемычку, лампа перестала работать, оборудование, которое заземляется с помощью этой шины заземления, оно будет заземлено, но картина будет такая же у вас, как и у соседей при обрыве нуля. То есть вот это в случае системы TNCS объединения шины нулевой и заземления, это будет дополнительная защита для вашего оборудования. А дальше давайте разберем, хорошо это или не очень хорошо. И я расскажу, в каких случаях категорически запрещается объединять между собой нулевую шину и шину заземления. Теперь давайте разберемся, какие преимущества и недостатки систем заземления TNCS и TT при обрыве нуля. Если вы соедините ноль и землю на вводе в дом, и в доме выполнен повторный контур заземления, к слову, сопротивление такого контура заземления согласно правилу устройства электроустановок Украины, я подчеркиваю, правил Украины, должно быть не более 30 Ом. Об этом говорится в пункте 1.7.94. То при обрыве нуля в сети ни вы, ни бытовая техника в вашем доме не ощутите последствий такой аварии. Но при обрыве нуля все ваши соседи по вашей улице, дома, которые дальше подключены к линии электропередачи, автоматически подключаются к контуру заземления вашего дома. То есть ваш контур заземления вашего дома станет нулевым проводом для домов ваших соседей. Какие будут последствия? Трудно сказать. Основные факторы, которые могут повлиять на эти последствия, это сопротивление повторного контура заземления вашего дома и количество и мощность бытовой техники, которые в момент обрыва нуля будут использовать соседи. Если ноль и контур заземления на вводе не соединены между собой и происходит обрыв нуля, то в такой ситуации бытовая техника останется заземлена, но может выйти из строя из-за повышенного уровня напряжения в бытовых розетках, который может достигать 380 вольт. И в случае применения системы ТТ, эта система ТТ, ПУЭ требует обязательную установку устройства защитного отключения. Пункт 1.7.62 правил устройства электроустановок Украины. Теперь давайте рассмотрим, в каком случае запрещено соединять нулевой провод и провод заземления. Если на вводе в ваш дом нет повторного заземления или вы проживаете в квартире советской постройки, то объединять ноль заземления и устанавливать УЗО опасно для жизни человека. И об этом гласит пункт 1.7.81 ПУЭ Украины. Почему? Вы можете посмотреть видео по ссылке в описании, а я коротко скажу, что при обрыве нуля в подъезде этого дома на всех заземляющих контактах бытовых розеток и на корпусе бытовых приборов, которые включены в эти розетки, появится опасный для жизни человека потенциал. Вы спросите, как вы рекомендуете? Мы это компания Electric, которая предлагает электромонтажные работы с гарантией 24 месяца, применяем систему TNCS, то есть объединяем нулевой провод и провод заземления. Предварительно, конечно, выполняем монтаж повторного контура заземления или предварительно проверяем сопротивление растекания существующего контура заземления в этом доме или в этом подъезде. Ну вот и все. Вот такое, надеюсь, полезное видео, которое поможет сделать вам правильный выбор. Если у вас остались или появились вопросы, задавайте в комментариях к данному видео. Пишите в комментариях, какие бы видео вы хотели посмотреть в будущем на нашем канале. Если видео понравилось, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео в социальных сетях. Если не подписаны, рекомендую подписаться на канал технических решений Энергомаг. На нашем канале будет интересно, на нашем канале будет не скучно. Оставайтесь подписчиком, становитесь подписчиком нашего канала. С нами будет интересно. Всего хорошего. Пока.